Добрый день, друзья! Я Владимир Козловских, это канал «Золото, валюта, богатство». Цель сегодняшнего ролика – прогноз сценариев золота к рублю на ближайшие 15-25 лет. Немного вернусь к прошлому ролику, возникли просто вопросы, поэтому я чувствую, что нужно небольшое пояснение. Золото с 30-х годов по нынешнее время выросло в 45 миллионов раз. Доллар за это время вырос 700 тысяч раз. То есть золото было в 65 раз эффективнее, чем доллар. Небольшой акцент на одном рубле. То есть что это значит? То есть инвестирование 1 рубля современного в 1934 году. В 1934 году один современный рубль это было 10 тысяч рублей. Тогда это было 100-150 зарплат. Заметьте, мы с вами акцентируемся на сохранении денег, а не на том, какую покупательную способность имел рабочий день в то время. Да, рабочий день или там зарплата месячная, они имели покупательную способность, конечно, ниже, чем сейчас, но мы акцентируемся не на этом. То есть выросла, то есть с 30-х годов по нынешнее время покупательная способность рабочего дня там, или рабочего месяца, она, конечно же, выросла. Но мы говорим не об этом. Мы говорим о сохранении того, что уже заработано. Так вот, если эти 10 тысяч рублей, то есть 100-150 месячных зарплат, находились в рублях, то сейчас они 1 рубль. А если они находились в золоте, то сейчас это 45 миллионов рублей. Вот о чем мы говорим. Это фактически пример невыполнения фиатными деньгами, в частности рубля, одной из своей функций – сохранения стоимости. Подчеркну еще раз, что 99,9 в периоде всей этой инфляции пришлось на период введения так называемой демократии. Именно на конец 80-х и 90-е годы. Все это происходило именно тогда. Значит, товарная инфляция по рублю с 30-х годов прошлого века по нынешнее время это примерно 4,5 миллионов раз. Мы это с вами смотрели в ролике. Золото-доллар, связь золота с зарплатами, инфляцией, с энергетикой и циклами. Ссылка на этот ролик сейчас на экране и под ним в его описании. Что означает? В 4,5 миллиона раз выросли цены на товары в рублях, а золото выросло в 45 миллионов раз. Делим одно на другое, и получается, что в среднем товары в золоте в России за это время упали примерно в 10, в среднем упали примерно в 10 раз. Это как раз и есть один из эффектов. То есть последние примерно 100 лет цены падали, в том или ином виде, скажем так, то есть с колебаниями падали, в золоте падали на все товары. Это отражало естественный цикл развития технологий. Одна из основных причин инфляции в России – это вывоз капитала неэффективными собственниками предприятий. То есть как работает этот механизм? Вывоз капитала – это вывоз амортизации и прибыли, то есть инвестиционного ресурса развития предприятий. Вывоз этого капитала является причиной недостатка инвестиционных ресурсов для развития предприятия или для поддержания хотя бы его работоспособности на текущем состоянии. Это рождает повышенный спрос на кредиты и влечет повышение, то есть отсюда недостаток ликвидности и повышение ставок. Вот таким вот образом мы выходим из недостатка средств, мы выходим на высокие ставки. Второй механизм – это вывоз товара за иностранную валюту и потеря опоры у внутренних денег, то есть у российского рубля, то есть потеря ими то есть опора на товары, потому что он начинает опираться не на реальные товары, а только на бумажки, которые являются просто записью в компьютере, а товарной массой становится обеспечение меньше. В случае, если бы экспорт был за рубли, то этот механизм работал бы гораздо в меньшей степени. То есть тогда бы инфляция, то есть давление на инфляцию экспортно было бы гораздо меньше. Президент в своем послании наконец-то предложил эту модель подрезать
и ограничить. Но это будет очень непросто. То есть это надо очень хорошо понимать. За этой моделью стоят интересы на сотни миллиардов и триллионы долларов. Это надо очень четко себе понимать. Не то, что там президент только догадался до того, что это именно в этом проблема. Нет, проблема не в этом была. Проблема была в том, что бороться с такими интересами – это вещь очень непростая. И достаточно, как бы скажем, как минимум она опасная. Причем не только там лично для президента, а и для всей страны. А теперь переходим к прогнозу золота к рублю. То есть посмотрим на наши сценарии на основе наших графиков, которые мы смотрели в прошлом ролике. Это у нас график и разметка из прошлого ролика. Ролик был, мы это делали в ролике, что выгоднее, доллар или золото. Золото рубль 1930-1923, рост 45 миллионов раз. Я пробегусь по разметке, которую мы тогда делали. Повторю еще раз. Результаты, которые я озвучиваю в этом ролике и в предыдущих, и те, которые будут потом после этого ролика, они, конечно же, в основном получены более сложными методами, чем Фибоначчи. Хотя и таким образом они тоже могут быть получены. Но достаточно глубоко нужны методы тогда эти знать. В данном случае же, в том изложении, в котором я это излагаю, это в основном только лишь иллюстрация. Более-менее удобная, более-менее классическая иллюстрация тех результатов, которые были получены немножко другими способами. Пробегусь по разметке. То есть у нас первая, вторая зеленые волны уходят туда в 30-е годы и заканчиваются в районе конца 80-х, первая, вторая волна. Дальше пошла внутренняя разметка третьей волны, то есть конец нулевых годов, 11-й год, вернее начало десятых. Это у нас первая синяя внутренняя волна, вторая внутренняя волна, 13-й год. Она у нас зигзаг, это вот этот значок зигзага. Дальше пошла внутренняя разметка третьей синей волны. Первая маленькая волна, вот здесь вторая, третья внутренняя волна. Вот это маленькое колебание, это четвертая внутренняя волна. Пятая маленькая внутренняя волна совершила формирование третьей синей внутренней волны. То есть вот этой средней цифрой обозначена третья синяя волна в большой вот этой третьей волне. То есть все это естественно у нас график исторически свечной в годах. Дальше то, что будет касаться сценариев, это идет схема. Не конкретное указание целей и дат, а только лишь схема. Характер я проговариваю на словах, немножко графически обозначаю. В данной интерпретации третья волна у нас завершена, и дальше идет четвертая волна. Она, естественно, должна быть коррективной. Это помечено вот таким вот пунктирчиком. То есть он обозначает то, что не саму конфигурацию волны, что она будет именно такой, а именно пунктир обозначает то, что это характер этой волны коррективный. То есть максимумы опускаются до минимумов и заходят в них. В данном случае именно заходят в максимум, потому что это волна вниз коррективная. Значит, еще раз остановлюсь на характере нашего прогноза, то есть то, что было раньше, то, что мы делаем сейчас. Мы указываем только примерные границы, примерные длительности. Самое главное, мы указываем характер волн, то есть сколько их должно быть, какой они характер примерно должен, то есть какая коррективная, какая импульсная. Более точных прогнозов здесь, скажем так, то есть в долгосрочном сценарии нет. Только примерные границы и примерные возможные границы вверх-вниз и влево-вправо по времени и по фазам, естественно. То есть, грубо говоря, там внутренние волны, внешние большие, и так далее. То есть мы задаем только структуру. Значит, поскольку синяя у нас вторая внутренняя волна зигзаг, соответственно, четвертая синяя вот эта вот волна должна быть у нас плоской волной. Это вот такой вот эротический значок.
котором движника туда-сюда много, а толку мало. Плоская волна может быть либо треугольником, либо прямоугольником. Мы чуть попозже увидим, что прямоугольник маловероятен. Еще один момент. Обратите внимание, вот эта вот четвертая внутренняя волна, она очень маленькая по сравнению с первой волной. Ну, она, в общем-то, практически она почти даже меньше ее получается. Это небольшой минус, то есть небольшое несоответствие. То есть не очень пропорционально выглядит вот эта вот конструкция. То есть мы этот минус просто запомним на будущее. Он нам потребуется. Значочек мы обозначили, что у нас четвертая вот эта волна должна быть либо треугольником, либо прямоугольником. Используя старый прием, то есть расстояние от первой до вершины третьей волны, мы сразу же обозначаем, можем найти примерно, где должна завершиться четвертая волна. Я обозначил эти времена двумя синими линиями. Вот это первая линия, вот это вторая линия. Вот она. Вот эти две линии, они обозначают, во-первых, длительность четвертой волны. Во-вторых, я их поместил в те поддержки, до которых могла опускаться четвертая синяя волна. То есть там, где она должна была встретить очень сильную поддержку. Поддержки могут быть найдены при помощи метода Фибоначчи, но только нужно во внутреннюю структуру лезть. В данном случае они были определены другими способами. То, что эти поддержки пробиты, то есть смотрим, свечи у нас мимо этих поддержек уходили, то есть когда началась четвертая волна, то есть вот ее падение началось. Мы их пробивали, но не закрылись под этими поддержками. Небольшое несоответствие, небольшое, как бы скажем, такая дисгармония у нас есть, но это как бы второй минус к нашему сценарию. То есть мы просто набираем те противоречия, которые нам говорят о том, что первый сценарий, немножко, чуть-чуть не очень вероятен. Первая поддержка у нас находится. Первая поддержка у нас в 3720. Вот она. Вторая поддержка в 4220 примерно. Вот это вот. 3720. 4220. Эти уровни очень важны для дальнейшей динамики. Рынок за них будет в любом случае цепляться, и в этих уровнях будут однозначно возникать особенности, что бы там дальше не происходило. Значит, сопротивление для подъема, они тоже другими методами получены, обозначены двумя красными линиями. Это 4700, вот она поддержка, и 5200. Это сопротивление, то есть второе сопротивление. Первое сопротивление 4700, второе 5200. Значит, фактически мы получили границы для четвертой волны. То есть она у нас уже уходила ниже поддержек. Но то, что она закончится, то есть что в рамках этого сценария она должна закончиться между вот этими временными мерками, вероятность очень высокая. Плюс она должна закончиться между этими поддержками. То есть, грубо говоря, будет какая-то вот такая вот плоская волна, и где-то вот в этом месте она должна заканчиваться. Именно это и показывает вот эта пунктирная линия. Не характер волны, не о том, что она там будет падать. Она говорит, соединяет начальную и конечную точку. Хотя движение у нас вот такое. Так, вот так, вот так и вот так может быть. Акцентирую ваше внимание на этом. То есть это только лишь схема. От конца четвертой волны, используя Фибоначчи, то есть Фибоначчи, обращая ваше внимание, у нас должен быть отложен от самого нуля, практически от нуля, почти от нуля. Потому что начало первой волны, это по сравнению с нынешними ценами, то есть, это там какие-то доли копеек, в общем-то, получаются. То есть это где-то вот здесь. То есть мы откладываем его вот до вершины третьей волны. Вот так получается. И от низа четвертой волны определяем примерно
примерное сопротивление первое сопротивление для пятой волны. Вот получается, где оно у нас находится. То есть это не обязательно, что пятая волна дойдет до сюда и здесь обязательно как бы там закончится. Она здесь как минимум споткнется, и мы вправе ожидать во внутренней структуре какую-то серьезную особенность. Ну, может быть, дивергенцию, а может быть, она закончится и здесь. Пятая волна у нас будет импульсная, то есть мы будем четко видеть в ней пятиволновую структуру, то есть она вот так будет разыгрываться как бы. Временные рамки ее, то есть она взята примерно пропорционально, ну, чуть меньше пятой волны, там 0,6-0,8 первой волны, вот этой вот пятая волна взята. Ну, либо она может быть оценена точно такими же пропорциями, там 0,6-0,8. То есть мы показываем только порядок, а не точное окончание. То есть у нас вот в этом месте после четвертой волны будет пятиволновая восходящая структура, импульсная. На этом формирование третьей волны, зеленой, большой вот этой, в рамках этого сценария будет завершено. После завершения построения третьей волны у нас начнется четвертая, зеленая большая волна. Во-первых, мы можем определить ее характер, поскольку у нас вторая волна плоская, вот она, то, соответственно, четвертая волна должна быть зигзагом. Это обозначено вот этим вот значком. Это первое. Второе. Другими методами, откладывая, то есть, во-первых, мы можем, то есть, определены поддержки для этой зеленой волны, для четвертой. То есть это вот в этих местах находится. Это у нас примерно 4,850. И вторая поддержка примерно 4,850. Длина линий этих поддержек, она показывает нам время окончания, границы окончания большой четвертой зеленой волны. Это вот здесь, то есть в случае, если все сжато, вот это будет как бы. То есть это первая оценка. Вторая оценка, то есть первая оценка у нас в конце 20-х годов, в начале 30-х. Вторая оценка это примерно начало 50-х годов. То есть помните, как мы ее определяем. Откладываем расстояние от вершины первой волны до вершины третьей примерно. То есть предполагаем, что она у нас здесь находится. И откладываем от начала второй. Соответственно, у нас вершина третьей до конца не определена. Я здесь показываю только схему в качестве такого образовательного момента. Как бы, потому что вот это расстояние, то есть вот это место, оно может находиться где-то здесь и здесь. И оно может быть, ну, как бы скажем так, то есть все может сжаться. Второй такой отрезок, то есть расстояние от вершины первой до вершины третьей волны. То есть мы просто отложили, помножили на 1,5. То есть где-то вот в этом диапазоне у нас закончится четвертая большая зеленая волна. Дальше. Сами эти линии это поддержки. Они определены другими способами, не методами Фибоначчи. Но они могут быть найдены и этими методами, если их достаточно глубоко знать и применять на более меньших масштабах, то есть меньше годового. Зигзаг, соответственно, у нас, поскольку это колебание вниз, импульсная корректировка и еще одно колебание вниз. Наиболее вероятно, он, конечно, будет в этих поддержках будет где-то останавливаться и разворачиваться. Значит, волна четвертая, вот, я ее просто расшифровал. Импульс, коррективная часть и еще один импульс. После четвертой волны у нас начнется пятая. Вверх, это куда-то вот туда вот уже. Мы можем определить ее, по крайней мере, скажем так, длину пятой волны. Она, скажем так, то есть либо примерно порядка первой волны, а первая волна у нас с 30-х по 80-е, то есть ну, 40-50 лет получается. Если мы откладываем от 50-го года 40-50 лет, ну плюс еще, скажем так, 20 лет, то мы либо под 100-й год уходим, либо за 100-й. Для чего нам вот этот вот масштаб мы определяем? Мы в золоте его определяли, вот эти вот длины все и так далее. Нам это нужно для того, чтобы мы четко постепенно начинала складываться картина, что вот эти вот все колебания, вот такие вот,
ну, достаточно широкие. Это надолго. Именно вот это как раз и обозначает, то есть чем длиннее, чем шире вот эти колебания, тем выше вероятно они ассоциируются, в общем-то, с кризисом. Потому что это колебания валют, это колебания рынков и это, скажем так, всякие нестабильности. То есть постепенно от одного инструмента к другому мы сталкиваемся вот с этими длинными продолжительными колебаниями. Это одно из доказательств того, что кризис будет будет продолжаться достаточно долго. То есть он такой, хронический такой. Именно вот этот результат нам нужен. Именно для этого результата мы пытаемся, скажем так, определить, чего, какого размера и в какую длину дальше будет находиться. Значит, еще один момент. То есть, как этот сценарий может модифицироваться. Вот эта не очень нравящаяся нам волна, четвертая, мелковатая, вот для вот этой второй как бы, может побудить нас к тому, чтобы мы вот эту третью волну перенесли вот сюда. То есть, грубо говоря, третья у нас сместится куда-то вот сюда, будет четвертая внутренняя маленькая, пятая маленькая. К чему это приведет? Это просто добавит еще колебаний, вот таких вот. То есть вот сюда вот у нас еще станет третья, четвертая, пятая. Это как раз все в ту же копилку. То есть, грубо говоря, вот эти вот длинные широкие колебания, это как раз о том, что кризис этот достаточно мощный, достаточно глобальный. Вы только не пугайтесь, пожалуйста, потому что я говорю, это вам не для того, чтобы вас там напугать там, или каких-то там словить как бы там ужасов там. Речь не об этом. Мы подходим к этому делу практически, дальше будем с этим совсем разбираться и будем учиться этим пользоваться. То есть, грубо говоря, скажем так, как занимать наиболее эффективную позицию в своих сбережениях и как на всем на этом зарабатывать. Сейчас мы смотрим второй сценарий. Он будет условно у нас под кодовым названием «зеленый» идти. Какие изменения мы в него внесли? Первое. Вот из 2011 года первая волна перенесена в максимум 2000 года. Вторая волна, соответственно, это минимум 2002 года. Третья волна, это, соответственно, сразу же получается все нормально, как бы, то есть и пропорциональность нормальная там и так далее. Переходит у нас 2016 год, четвертая волна это 2017 год и пятая волна с 2017 года по настоящее время. Малость волны 1, как она преодолевается? Надо вспомнить, что на самом деле более правильным графиком является не золото в рубле, то есть сколько стоит 1 грамм золота, сколько рублей, а правильным является график рубль в золоте, то есть сколько рублей, сколько грамм золота находится в одном рубле. Ну, так как мы с вами смотрели на... То есть мы этот вопрос уже затрагивали, когда смотрели золото в долларе. В случае, если мы этот график нарисуем в обратном виде, то есть сделаем преобразование единицы на x, то тогда вот эта волна у нас станет большая, то есть он будет перевернутый, то есть это будет график падающий тогда как-то. И пропорции волн станут тогда более правильными. Это как раз отсылает нас к тому, что на самом деле Элиот все свои открытия и наблюдения делал и обрабатывал их, и открывал закономерности в те времена, когда доллар фактически был золотом. И все экономические законы и финансовые, все наблюдения, так сказать, законами их сложно назвать, они тоже были сделаны примерно в те же времена. То есть, если Элиот работал в 30-х годах, то основная часть финансиалистских законов, она была открыта в основном, ну, тоже с 20-х по 40-е, 50-е годы, ну, а потом немножко реконструировалась, еще там добавлялась и усложнялась. Это следствие как раз вот этого. Тем не менее, то есть первая, вторая волна это у нас начало 2000-х годов, третья волна 16-й, четвертая волна 17-й год, пятая волна наша, то есть 17-го года по наше время. И третья волна фактически получается уже завершена. На этом графике есть очень удобное место для того, чтобы показать эффективность инструмента, которым мы пользуемся
для оценки дна четвертой волны. То есть мы сделаем это вот на вот этом графике. То есть у нас есть первая, вторая, третья волна. Будем считать, что мы еще не знаем, где у нас находится четвертая волна. То есть я просто демонстрирую то, как работает этот инструмент. Мы берем расстояние от первой волны до максимума третьей и откладываем 1 второй. Это вот это 1 второй волны. Это вот эта пунктирная линия. Вот это расстояние. Посмотрите, как оно совпало. Я 1,5 откладывать не буду, ну то есть, чтобы не зачернять рисунок как бы. Откладываем это расстояние. Обратите внимание, очень неплохое совпадение. Еще раз подчеркиваю, у технического анализа нет стопроцентного совпадения. И у любого другого инструментария для прогнозирования будущего всегда будет определенная как бы разбег, погрешность там, или ошибка. Это уже надо определять, как бы, скажем так. То есть, насколько это точно. Но тем не менее, еще раз показываю. То есть это как раз демонстрация того, что этот инструмент более-менее приемлем. Ну, как, в общем-то, и все остальные. Идем дальше. Третья зеленая волна у нас, получается, завершена. Мы ожидаем. И сейчас мы уже после того, как она завершила и началось падение, мы находимся тогда в рамках этого сценария в четвертой зеленой коррективной волне. Поскольку вторая волна у нас плоская, как мы раньше определили, эта волна должна быть зигзагом. Причем с определенной долей вероятности первую часть зигзага, то есть волну А, мы уже определили. И сейчас, скорее всего, находимся в волне Б. И дальше будет волна С. Еще раз повторяю, пунктирная линия обозначает, что у нас коррективная волна, и я просто расшифровываю то, что коррективная волна у нас должна быть зигзагом. То есть волна А это 22 год, то, что мы уже прошли и видели. Скорее всего, тогда, если мы в рамках этого сценария, то мы в рамках волны Б. И дальше будет импульсная волна С. Две зеленые линии – это поддержки для четвертой волны, которые сами поддержки, то есть это вот 1800 рублей и 1300, они определены другими методами, но могут быть определены и в рамках волн Эллиота, но только нужно лезть в более мелкие масштабы. Как бы. Концы волн определяют у нас ближнюю границу окончания четвертой волны и дальнюю границу окончания четвертой волны. Ну, я, естественно, между ними где-то опустил как бы минимум четвертой волны, как бы, то есть что он где-то вот здесь находится. Я имею в виду по времени. Ну и по цене, естественно, я его опустил до тех поддержек, как бы, скажем так, докуда он может быть. Значит, у нас есть две зоны сопротивления для формирования волны B. Это примерно 4 700, 4 800 и 5200. Это первая зона для формирования волны, зона сопротивления для волны B. И вторая зона 6500, 6800. Конфигурацию волны B мы сейчас пока рассматривать не будем. То есть мы будем с этими сопротивлениями там, и поддержками разбираться в следующем ролике, там где будем смотреть краткосрочный сценарий. Это будет как раз касаться того, каким образом может сформироваться вот эта вот волна B. Ну, в ближайшие, там, скажем так, несколько кварталов, ну, может быть там несколько лет, там, 2-3 года. Это мы посмотрим в следующем ролике. Значит, в первом ролике я его не указывал, но еще есть одна очень мощная поддержка, примерно 2900. Она важна для обоих сценариев. Фактически, вот эта поддержка и минимум 2002 года, 2022 года, это 2,848, ну, там 2,50, может, чуть ниже, там 2,840, короче. Это фактически точка разделения сценария. Потому что, как вы помните, у нас первый сценарий – это зигзаг. То есть в рамках вот этого, в рамках 2022 года. Причем у нас есть две поддержки, которые он там пробил, которые нам не нравилось, что он их пробил как бы. Он, в принципе, не должен за них опускаться. Но это можно просто открыть график. Как обычно, в Дзене оба графика эти есть, и те, которые будут дальше. Поэтому можно смотреть, открыть и смотреть прямо из Дзена на эти графики, то есть из публикации.
Таким образом, уровень 2.847 это фактически уровень разделения сценариев, ну плюс поддержки. То есть одна 4300, вот здесь она примерно находится. Это те уровни, которые разделяют у нас. То есть фактически у нас один сценарий это плоская волна, ну треугольная, наиболее вероятно. Второй это у нас зигзаг. Вот критерий разделения треугольника и зигзага это как раз и есть критерий разделения наших сценариев. У четвертой плоской волны две поддержки 1800 и 1300, как я говорил. Длительность мы ее определили. От окончания волны 4 будет начинаться волна 5. То есть в отличие от коррективной волны 4, пятая будет импульсная волна. То есть примерный порядок, докуда она будет идти, мы можем определить при помощи Фибоначчи. Откладываем от низа волны 1 расстояние до третьей волны. Мы берем, откладываем в нижнюю границу для оценочки, можно верхнюю, допустим. И получаем оценку для минимального значения пятой волны. Обычно пятая волна заканчивается в 80% случаев между расстояниями 60 и 100. Я подчеркиваю еще раз. Не в 60 и оканчивается, и все на этом конец. А она заканчивается между 100 и 60. Естественно, точку разворота мы будем искать уже по внутреннему анализу этой волны, пятой волны, тогда, когда она фактически начнется. То, что это импульс, показывает нам то, что это волна, то, что у нас линия сплошная, в отличие от пунктира. После формирования пятой волны у нас будет коррекция как минимум примерно в 3,100. Вот примерно вот сюда вот. Я ее так обозначу. Очень-очень примерно как бы. Понятно, что все это достаточно условно, особенно на таких расстояниях. Она, в принципе, может быть и гораздо ниже. По большому счету, в 3,100 может быть только первая волна, потому что здесь может быть... Ну, надо, конечно, будет досматривать, как сформируется пятая волна. То есть и характер этой коррекции мы уже будем определять тогда, когда она сформируется. В принципе, она может примерно дойти и до области 2,300. Вот примерно сюда. 2,300 примерно, 3,100. Это вполне реально. Сейчас нам это, естественно, совершенно не важно. И мы на этом даже и не концентрируемся. Мы просто говорим о том, что начинается выход из вот этих вот колебаний. Причем колебаний у нас здесь меньше. Еще раз подчеркиваю. Мы смотрим эти сценарии не для того, чтобы что-то там точно спроектировать. Мы смотрим для того, чтобы их сравнить. И как раз сравнение сценариев нам дает определение, скажем так, характера в реальной экономике. То есть, что они на самом деле отражают. Давайте сейчас эти два сценария, первый и второй, глянем. И здесь у нас сразу же оба сценария. Вот этот сценарий, который мы только что разбирали последний. Сценарий номер 2, условно зеленый. Вот двоечка такая зелененькая здесь. Это первый наш сценарий. Еще раз хочу отметить. Вот у нас поддержки, которые были пробиты во втором сценарии. Именно они, вот эта вот поддержка, примерно в 3700, она тоже является предварительным критерием реализации сценария номер 1. То есть, если пробивается вот этот уровень, ну откуда-то вот отсюда, то мы уже, скажем так, условно начинаем, грубо говоря, напрягаться и склоняться в пользу сценария номер 1. Но, подчеркиваю, все недочеты, которые у нас были вот в этом сценарии, они говорят о том, что сценарий номер 1 даже сейчас является более вероятным. То есть мы более вероятным рассматриваем, что у нас будет вот такой вот зигзаг. Значит, главное отличие. Главное отличие сценариев. То есть мы на него смотрим, на это отличие, не с точки зрения
что мы тут сейчас до копеек все попытались как бы определить. Для нас главное отличие – это что первый сценарий гораздо более колебательный, то есть гораздо более нестабильный, то есть это гораздо более серьезные колебания в экономике. Плюс у него несколько более длинный по времени как бы длина его реализации. То есть это примерно 40-й год, ну или там 30-й год, плюс 30-40 лет. То есть это примерно уровень 60-го года. Здесь мы видим, что укладываемся примерно, скажем так, то есть до 40-го, до 50-го года. Плюс меньше колебаний, то есть два характерных движения и, скажем так, и вперед. То есть в случае, если золото идет вот по сценарию номер 2, то это означает, что у нас более уверенное, более спокойное, самое главное, более управляемое протекание кризиса, в который входит, в общем-то, вся мировая экономика. Я имею в виду кризиса, его протекание именно в России. Еще хочу момент один подчеркнуть. Бессмысленно пытаться нарисовать через золото первый или второй сценарий. То есть, грубо говоря, пытаться рулить рынком и сценариями через торговлю золотом и отрисовать какой-то сценарий. Во-первых, в случае, если в экономике ничего не сделано, и золото отражает только торговлю только торговлю золотом, как бы. Во-первых, золото кончится раньше. Это объективная вещь, как бы. Его просто не хватит. Во-вторых, толку никакого не будет. Золото, как и все другие рынки, они только лишь отражают то, что реально происходит в экономике. Так, с золотом по сценарию мы посмотрели. Давайте сейчас еще глянем золото к рублю и золото к доллару. Там тоже достаточно интересный момент. Значит, какое у нас отличие основное? В нашем сценарии, в том, который наиболее вероятен, третья волна фактически уже завершена. И дальше нас ждет наиболее вероятно какой-то зигзаг. Ну, либо формирование плоской волны, если мы идем в рамках первого сценария. Для золота в долларе наиболее вероятно формирование третьей волны. Посмотрите этот ролик, мы там сценарий подробно разбирали и долго с ними бились как бы. Идет только формирование еще третьей волны. Причем, как мы определили, что наиболее вероятным является рост в достаточно как бы, либо какая-то плоская вот такая вот конструкция. Причем нам важна длительность. Мы с вами определяли, что третья волна, вот эта третья волна, только формирование одной третьей волны, это где-то 50-70-е годы. Добавляем к этому четвертую и пятую волну, и, в общем-то, достаточно легко уходим там в 120-140 годы. Вот этот вывод нам важен. Не конкретные цифры, там, не границы колебаний, а важно, что в золоте к доллару и в золоте к рублю мы имеем принципиально разные, отличающиеся там от 30 до 90 лет периоды широких колебаний. То есть широкие колебания, они как раз и ассоциируются с кризисом. То есть это, грубо говоря, нестабильности в экономике. Вот, пожалуй, наверное, и все по курсу. В чем причина как бы отличий? Причина находится вот там вот далеко, в 40-х годах, в 50-х. Первое предположение, опять же, то есть все, что я сейчас говорю, это мои догадки, которые я делаю по косвенным данным, как бы, потому что точных данных нету, как бы. И документов, в общем-то, дающих железную уверенность в этом у меня нет. То есть все выводы, которые я сейчас говорю, это выводы по косвенным данным. Но первые предположения о новой теории были сделаны Сталиным, то есть о новой стратегии, то есть как она должна выглядеть и что является причиной надвигающегося кризиса. Были сделаны Сталиным в 40-х, в 50-х годах. Постановку задачи он осуществил. И по всей видимости высказал первые предположения, либо, может быть, сформировал гипотезу, в каком направлении нужно копать. Первые результаты были получены в 60-х, 70-х годах. И были, в общем-то, то есть первые технические результаты в этом направлении. Очень многие вещи делались в рамках конторы, то есть в рамках КГБ. То есть внутри и сильно наружу не выходили.
80-е и 90-е годы, там, естественно, перестройка и бардак, это переход как бы. В начале 2000-х к этой стратегии был постепенно начался возврат. И осуществлял его наш президент. Здесь у нас слева доллар к рублю, преимущественно, ну, зеленый сценарий как бы. Справа также остается золото, рубль. Тоже зеленый сценарий. Постепенно ситуация будет формироваться таким образом в курсообразовании доллара к рублю, что более важным будет курс доллара к золоту и курс рубля к золоту. И только уже из этой информации будет формироваться курс доллара к рублю. Это будет происходить постепенно. Переход динамики золото-рубль к росту с одновременным падением доллара к рублю будет подтверждением начала проявления победы техноэкономической стратегии президента России. Она основывается на новых техноэнергетических технологиях, созданных Россией, и позволяющих перейти всему миру в новую техноэнергетическую эпоху. Этот переход по своим масштабам будет сравним с освоением человечеством земледелия, угля и нефти. Горизонт осуществления этой стратегии в ближайшие 40-60 лет. В это время сформируется новая генерация мировых элит. Масштаба Ватикана, старых земельных элит Европы и промышленно-финансовых элит 19-го, первой половины 20 века. Процесс будет подобен, но не точно такой же, а будет подобен тем процессам, которые происходили в 90-х. Но только по масштабу он будет в 20-30 раз больше. И происходить будет не в России, а во всем мире. Но Россия в нем, как техноэнергетический лидер, будет играть ключевую роль. Переход будет осуществляться через формирование геоэкономических техноэнергетических зон. Их будет несколько. Зональный подход диктуется различием стартовых социально-экономических и геоклиматических факторов. На начальном этапе зоны будут состоять из геополитических, социально-экономических, производственно-энергетических комплексов. Цель их формирования – это дальнейшее сближение и интеграция всех геополитических, социально-экономических, производственно-энергетических комплексов в геоэкономические зоны и дальнейшая интеграция этих зон в гармоничное мировое многообразие для совместного прорыва человечества в космическое пространство Вселенной. В религиозной терминологии это единение с Богом, Всевышним, Индрой или космосом. В китайской трактовке это достижение всеобщей гармонии. Это проект. В проектной терминологии для достижения результатов этого проекта человечество должно продвинуться в выполнении определенного объема социально-экономических работ. Для этого движения человечеству необходима энергия. Как и для любой работы, то есть для совершения любой работы необходима энергия. Там, неважно, социальной, производственной, там, промышленной, инвестиционной работы. Для этого необходима энергия дополнительная. Россия создала и открыла источник этой энергии. Активным противником этого сценария является современный Запад. Первым и явным проявлением его противодействия, ну таким скрытым явным, этому сценарию является его провокация и агрессия на Украине. Задача – торможение через хаос научно-технологического и социального развития человечества. Следующие регионы для решения Западом задач хаотизации мира – Индо-Тихоокеанский, Ближний Восток и Центральная Азия и Африка с Южной Америкой. Наиболее вероятный следующий регион для хаотизации – это Южная Америка. Сценарий – эскалация англо-британского конфликта вокруг Фолклендских островов с целью удара по оси Аргентина, Бразилия, БРИКС и создания резерва для расширения AUKUS, через Южную Америку. Задача Запада хаотизации мира преследует простую и ясную цель. Порабощение мира для увеличения потребления небольшой группы лиц.
Поскольку Запад в силу преобладания субъективистско-либеральных ценностей уменьшил свою способность к социально ориентированному научно-технологическому развитию в последние 15-20 лет, проявилось его отставание в темпах социально-экономического развития. Именно в темпах. Самым ярким проявлением научно-технологического отставания Запада является его отставание от России в новых техноэнергетических технологиях. Следствие – нарастающий энергодефицит. В силу технологического отставания для решения этой проблемы Западу доступен только один способ решения этой проблемы – сокращение энергопотребления остального мира в пользу Запада. Именно на это направлена модель инклюзивной экономики. Способ ее внедрения – сокращение производственных цепочек и объемов производства остального мира через хаотизацию политико-экономических систем. Два предыдущих аналогичных этапа увеличения Запада монополизации мира, сейчас мы их посмотрим, это период 20-х, 60-х и период 80-х, 90-х. Вот они. Попытка сформировать следующий такой этап в 10-х годах, вот здесь, через подчинение Ближнего Востока, была остановлена Россией, Ираном, Китаем и Индией. Пандемия в 20-м, вот здесь, вот тут она была. И провокация на Украине, вот здесь. Отчаянная попытка затормозить прогресс мировой экономики с целью держать отток энергоресурсов Запада в пользу более динамичных экономик. Два ключевых признака определения того, какой из сценариев начнет преобладать – поведение западных валют к золоту, как к универсальной мере стоимости, а также к энергоресурсам, к нефти и газу. Евро, сейчас мы вот откроем, вот это, опережает по фазе на несколько лет доллар в падении к золоту. Вот на графике это видно. Это годовой график евро к золоту. Вот фазовое опережение на 2-3 года падения евро к золоту. То есть, ну, видите, график примерно точно так, примерно похожий. Вся аналитика, та, которая была у нас по доллару к золоту, здесь примерно та же самая. В некотором смысле евро к золоту – это опережающий индикатор и прогноз для доллара, для вот этого места. Как другую грань этого провала мы видели эпическое падение в 2022 году зоны евро к газу. Ну, то есть газ, когда рванул в Европе. Следующий этап – это падение к нефти. Проявится это в сильном расхождении котировок американской нефти Light к европейской Brent. Глобальная ситуация развивается как в газе. То есть в сторону того, что нефть в Европе будет стоить в разы дороже, чем в Штатах. Но в последние месяцы обозначилась небольшая возможность перелома этой тенденции. Полагаю, что это следствие действия старых европейских земельных элит, как-то замыкающихся через Швейцарию по сближению с Россией. Получится переломить тенденцию намазывания Европы на англосаксонский бутерброд. Не получится, пусть готовится к пережевыванию и перевариванию. Ну, а дальше по физиологии. Вероятность этого ограбления Штатами Европу усилится, если англосаксам в ближайшее время не удастся при помощи хаотизации резко затормозить Китай, Индию или Бразилию с Аргентиной. Вероятность этого очень высока. Ситуация начнет проясняться к июлю-сентябрю или ноябрю-декабрю. Для начала в Европе в ближайшие несколько месяцев опять подскочит газ. Усиление золота к доллару, сценарий которого в опережающей фазе уже реализуется в евро. Аналогично ситуация развивается в фунте, но чуть отстает, и в иене. Будет означать, что западный сценарий развития мира проигрывает сценарии России, Китая, Индии и Бразилии и всего остального мира.
То есть, если доллар пробивает максимум 2020 года, вот этот вот, а рубль не пробивает максимум, к этому моменту не пробивает максимум 2022 года, то есть 8 тысяч рублей, то это будет означать, что западный сценарий понемногу проигрывает. Нюанс. Рупия и юань к золоту по фазе их сценариев, подчеркиваю, именно по фазе, а это означает очень долгосрочный горизонт. Пока стратегически выглядит слабее рубля и пока ближе к западным валютам. Это отражает их большую техноэнергетическую слабость по сравнению с Россией и большую зависимость от Запада. Это является проявлением того, что Россия в прорыве в новую техноэнергетическую эпоху существенно опережает как Запад, так и Китай с Индией, со всем остальным миром. И в определенный момент нам необходимо будет взять на себя больше инициативы и ответственности по выводу мира из глобального техноэнергетического кризиса. В динамике золота к доллару, к прочим валютам и рублю, это преимущество России отражается в том, что у западных валют более вероятным являются сценарии долгосрочного, на 50-80 лет глобального ослабления к золоту. То есть это те сценарии, которые мы смотрели в золоте. К доллару. То есть это вот уход туда за 100-й год. То есть это рисование новых максимумов. У рубля же более вероятным является колебание в достигнутом диапазоне или глобальное усиление к доллару. То есть либо колебание вот здесь, либо может быть даже усиление к золоту. Особенно если будет реализовываться условно-зеленый сценарий. То есть это вот этот вот короткий. Наиболее сильным к золоту из западных валют выглядит швейцарский франк. По всей видимости, это отражает некоторую вероятность и склонность западных европейских элит и Ватикана к союзу с Россией и БРИКС в противостоянии с ростовщиками. Но пока это отличие франка от остальных западных валют крайне мало и очень неустойчиво. Его фундаментальная слабость отражает то, что ментальность, традиции и технологии взаимодействия с миром этой группы опираются на совсем древнюю техноэнергетическую эпоху энергии почвы. Что отражено в их лозунге «Кровь и земля». По всей видимости, само существование этой группы будет определяться тем, насколько быстро она осознает правильную сторону и стратегическое направление техногенного развития, возглавляемого Россией. Если же она не осознает этого, то с ней произойдет то же, что с ней уже произошло в 18, 19 и в начале 20 века. Она еще больше потеряет свою значимость и способность влиять на события. И, скорее всего, совсем утратит способность быть властной элитой. Таким образом, ключевым признаком, определяющим сценарий выхода России и скорости выхода остального мира из глобального энергоэкономического кризиса является то, по какому сценарию будет развиваться динамика рубля к золоту. То есть либо по зеленому, либо по синему. Если будет преобладать синий сценарий, то это будет означать, что России не удается быстро продвинуть в головах остального мира те преимущества, которые ему несет ее техноэнергетическая стратегия. И, соответственно, не удается быстро одержать победу над ростовщическим Западом. Это будет означать, что схватка России с Западом растянется на 15-25 лет. Если же будет преобладать зеленый сценарий, то это будет означать, что Россия или с существенной помощью остального мира, или, как обычно, в стратегическом одиночестве в ближайшие 5-10 лет самостоятельно объяснит англосаксам и Западу, чьи в нашем лесу шишки. Критерии разделения сценариев – это критерии разделения сценариев пробой вниз. Так вот сейчас сделаем. В ближайшие несколько лет долларом минимум 2022 года, то есть вот этого места. Это 50-45 рублей. И золотом пробой минимума 2022 года это 1845, 1847, 1850, 1847 рублей. Усиление позитивного сценария для роста экономики России – это если доллар пробьет минимум 2022 года, то есть вот это место, раньше золота.
Если же раньше минимум 2022 года пробьет золото, а доллар пробьет больше или совсем не пробьет, то есть если будет реализовываться синий сценарий в долларе, то это будет означать, что напряженность в борьбе России с глобалистской элитой будет несколько более высокой. Как мы с вами ранее уже определили, сейчас идет развитие внутренней коррективной волны в золоте к рублю. То есть вот этой вот волны А, то есть внутренней коррективной волны А, Б, С. Сейчас мы находимся на этапе развития вот этой внутренней волны Б во всей коррективной волне. Именно от характера волны Б и дальше от характера волны С, а самое главное глубины ее падения, и будет определяться то, какой сценарий будет в золоте к рублю преобладающим. В следующем ролике мы будем делать прогноз развития вот этой коррекции А, Б, С, и в основном будем заниматься сценариями развития волны Б и то, как это будет влиять на всю остальную динамику. Естественно, это будет определять всю динамику, то есть какой сценарий будет преобладающим. Сейчас мы пока не можем определить то, какой сценарий является более вероятным, зеленый или синий. То есть это будет проясняться несколько позже. То есть в следующем ролике мы как раз и будем делать прогноз на ближайшие 2-3 месяца, на ближайшие 2-3 квартала. Мы с вами обозначили два крайних сценария. Любой прогноз – это всегда некоторая идеализация на основе какой-либо теории. Реальность всегда складывается несколько сложнее. То есть в реальности это будет некоторое смешение тех сценариев, которые мы с вами обозначили. Но мы обозначили поле, на котором будет развиваться ситуация. Мы ее будем отслеживать, корректировать наш прогноз, ну и дальше вносить в него новые нюансы. На этом разрешите попрощаться, пожелать вам взвешенного взгляда на мир, спокойствия и удачи во всех ваших начинаниях.